Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим шоколадную линейку On Color от Oriflame. Это лимитированная коллекция, и сегодня мы с вами будем выбирать самый красивый оттенок из 3 лаков для ногтей, подберем помаду из 4 оттенков и сделаем макияж палеткой теней. Если вам все это интересно, поехали! В первую очередь давайте подберем лак для ногтей. В лимитированной шоколадной коллекции представлено 3 оттенка лаков On Color. И давайте рассмотрим флакончик. Вот таким образом он выглядит. Отличает всю линейку рыжее такое оформление крышечек и логотип On Color, который нам уже знаком, выполнен в таком розово-конфетном стиле. И в каждом флакончике лака On Color 5 мл и производство Люксембург. И первый вот этот оттенок, который я держу в руках, это 947 шоколадное молоко. Но посмотрите, на английском языке называется Latte Taupe. И это действительно тауповый оттенок, то есть он светло-коричневый, но с небольшим, совсем холодным подтоном. Кстати, обращаю ваше внимание, что в каталоге он выглядит прям розовым, а в реальности это такой холодно-бежевый оттенок. Красивый оттенок, плотно покрывает ноготь, и все, одного слоя достаточно. Посмотрите, как здорово выглядит. Я с удовольствием буду носить такой лак для ногтей. Посмотрите, это действительно светлый, очень нежный тауп. И да, отсыл к конфетам тоже здесь чувствуется. Не знаю, может быть, так выглядит шоколадное молоко, но тауп точно выглядит именно так. Вау! Этот оттенок мне очень нравится. Следующий оттенок 948 пряное какао. И называется Какао Dream. Смотрите, английское название. И это оттенок, мне кажется, аналогом предыдущего, только потемнее. Такой очень стильный цвет. Обожаю такие холодные коричневые оттенки. Посмотрите, как здорово лежит на ногте. В одно нанесение. В этот раз я не буду даже наносить второй слой, потому что лак глянцевый, непрозрачный и очень здорово покрывает ноготь. Причем во флакончике, обратите внимание, лак выглядит менее насыщенным, а на ногте у него появляется глянец, и цвет становится очень глубоким, темным таким. Но при этом видно, что ваш маникюр именно в изысканных шоколадных оттенках. Не черных, а посмотрите, это прямо какой-то новый тон изобрели, холодный, коричневый. Обалденный. И еще один оттенок 949 имбирная карамель. Давайте посмотрим английское название. Ginger карамель. Привет, мои подписчицы с таким ником. И давайте же посмотрим, как будет выглядеть этот лак на ногте. На мой взгляд, он самый рыжий из всей коллекции. Если 2 предыдущих были с холодным отливом, то этот оттенок явно с теплым подтоном. Кстати, обратите внимание, что у линейки On Color небольшая кисточка. Для тех, кто любит широкие такие плоские кисточки, это, я не знаю, будет ли вам удобно пользоваться, но мне использовать вот эту кисточку очень удобно. Посмотрите, как хорошо она наносит лак на ноготь. Очень ровное получается нанесение. И да, этот оттенок тоже не полосит, он тоже очень плотный. Вот, смотрите, как выглядят 3 оттенка в сравнении друг с другом. Мне кажется, здесь прямо молодцы. В Oriflame сделали коллекцию на разные совершенно вкусы. Какой из 3 оттенков понравился вам больше всего? Сейчас накрашу ногти и продолжу снимать обзор уже в шоколадном маникюре.
фактуре. Я выбрала себе лак для ногтей «Шоколадное молоко». Мне очень нравится, как он смотрится на ногтях. Мне кажется, что это прям супер гармонично. Я вообще люблю шоколадные оттенки, поэтому этот вкусный обзор – это прямо бальзам для моей души, для моего сердца. И сейчас следующим этапом вы видите, что я без макияжа, ну, кроме тон на лице, у меня нету ни теней, ни губной помады. Мы все это будем сейчас выбирать в шоколадной коллекции. И давайте рассмотрим палетку. Приходит она в таком вот рыжем, светло-рыжем футлярчике с сердечками. Я так понимаю, что коллекция вся позиционируется ко дню влюбленных, чтобы мы могли сразить наших любимых наповал. Внутри картонной коробочки лежит непосредственно сама палетка, ну, абсолютно с теми же сердечками. И в палетке 4,24 грамма, 24 сотых грамма. И почему такая цифра? Потому что в ней 8 оттенков, очень-очень маленьких. Когда мы откроем крышечку, то на внутренней части ее увидим очень легкую и простую инструкцию, как каждым оттенком пользоваться, куда его наносить. И сразу отмечаю, что 2 нижних оттенка – это четверочка. Предназначена, судя по рисунку, для того, чтобы делать макияж бровей. Но мне кажется, что они достаточно светлые. Давайте вот я прямо сейчас сделаю сводч пальцами. Очень маленькие ячейки. Эти пальцы практически, ну, пролазят, конечно, но с большим трудом. Светлый оттенок на руке я не вижу. На пальце его чуть-чуть видно, а на руке практически нет. Нет, вот чуть-чуть видно. Наверное, надо наслаивать. Но я в любом случае на бровях его не представляю. Но, может быть, совсем девушка с очень светлыми бровями сможет его нанести и сделать их чуть менее светлыми. Но все равно они останутся светлыми. А второй оттенок довольно интересный, не рыжий. И, знаете, такой пепельный, как был карандаш Giordani, по которому очень многие сейчас тоскуют, и прямо может быть неплохим оттенком для бровей. На картинке под бровью мы видим рисунок с цифрой 1, и его нам предлагают наносить под бровь. То есть это будет такой хайлайтер в этой палетке. И надо признать, что в самой палетке этот оттенок самый блестящий, самый мерцающий и вполне подходит на звание хайлайтера. Вот так мы его и обзовем. Смотрите, как он ярко выглядит на пальце. Сейчас я нанесу его на руку, но я думаю, что он будет тоже очень ярким. И знаете, я привыкла, что хайлайтеры, они все-таки более холодного отлива, а этот, посмотрите, какой блестящий, он прям такой золотой-золотой. На пальце, так это вообще вот прямо золото настоящее. Уже тушуется на коже, он чуть нежнее, но переливаться будет точно. Если вы ищете перламутровый оттенок, опять же, нанести под бровь, как указывает инструкция, то хороший цвет нам предлагают в Oriflame. Кстати, во внутренний уголок глаза тоже предлагают нам нанести вот эту единичку. Здесь есть 2 оттенка, которые предлагают нам нанести на подвижное веко. Цифра 2 стоит на инструкции. Это оттенок рядом, ну, назовем его так, с хайлайтером. Он матовый, светло-карамельного оттенка. Давайте сделаем сводч, чтобы сразу посмотреть. Кстати, на пальце и на коже он уже совсем даже не светлый, а очень даже рыжий. Посмотрите, какой рыжий цвет. Такая прям рыжая карамель. И также на подвижное веко, если вы не хотите, например, наносить матовый оттенок, вы можете нанести перламутровый. И уже этот перламутр по цифре 2, который на инструкции, он находится под матовым оттенком. Он уже холодный. Я очень люблю такие оттенки. Я называю их цвета шампанского. И все, кстати, оттенки в палетке, когда начинаешь их сводчить пальцами, они становятся более яркими, чем выглядели изначально. Красивый, и знаете, в палетке он более светлый,
а на сводче на руке тоже выглядит рыжеватым. И 3 оттенка, которые предлагают нам нанести, судя по инструкции, в складку века и растушевать уголок ими. Здесь уже по вашему желанию. Оттенок, который находится под хайлайтером, я все сводчу пальцами, потому что так получается более яркие оттенки, их лучше видно, но сейчас на веке мы их нанесем уже, посмотрим, как они будут выглядеть при нанесении кистью. Вот вообще на руке выглядят очень пигментированными, и вот этот оттенок, который под хайлайтером, он прямо такой кирпичный, терракотово-кирпичный тон, очень неплохо, кстати, выглядит. Давайте сразу сделаем сводч оттенка под ним. Это... Вау, здесь прям на пальце выглядит очень темным. Это если вы хотите добавить прямо сильно темных теней в свой макияж, но при этом остаться в рамках коричневой гаммы. Смоки можно сделать, мне кажется, прекрасной с этой палеткой. И выразительность совершенно любую варьировать с помощью этих цветов. И еще один оттенок, троечка, он, знаете, с таким с красноватым отливом. Можно было бы назвать его какао, но нет, он какой-то прям даже сливовый. Ну, кто любит делать макияжи в шоколадных оттенках, возможно, захотят и такой тон. Мне кажется, он не совсем подходит в эту палетку, он как будто выбивается. Ну, почему бы и да. На руке тени очень пигментированы. Хочу посмотреть, как они будут выглядеть на веках. И давайте же возьмем кисти. В палетку разработчики очень заботливо положили нам аппликатор. Знаете, такой игрушечный аппликатор. Я никогда такими не пользуюсь, но когда в юности у меня были такие палетки, я была уверена, что аппликатор, смотрите, двусторонний, и хватит его на целых 4 оттенка. И даже старалась разными сторонами краситься, запоминала, какой стороной. Но по сути, если мы хотим сделать хороший макияж, то лучше взять нормальные кисти и не заморачиваться таким аппликатором. Ну, например, где-то в дороге у вас, например, нет где под рукой кистей, может быть, у вас и получится накраситься с помощью этого аппликатора. Вы, кстати, пользуетесь этими аппликаторами? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно почитать. И перед тем, как начать наносить тени на веки, сначала я нанесу праймер. Вот прямо совсем чуть-чуть, для того, чтобы цвета были более насыщенные, чтобы макияж держался более стойко. Если у вас нет праймера, можно нанести любой совершенно консилер. Он тоже зафиксирует хорошо макияж, будет являться базой. Веко, вы видите, стало более такое ровное по оттенку, потому что у праймера есть небольшой корректирующий эффект. Поэтому корректор, он тоже послужит вам базой. Если нет даже корректора, наносите тональный крем, ну, желательно с тонкой текстурой. Итак, давайте тестировать. Очень хочу начать с оттенков для бровей. Это оттенки матовые. И для того, чтобы вам было видно, есть цвет или нет, хочу нанести сначала светлый оттенок. Но это вообще совершенно бесполезное занятие в моем случае. Его как не видно на руке, так и не видно на бровях. Давайте я нанесу оттенок потемнее на бровь. О, вот он уже прорисовывает. И на самом деле есть такой небольшой пепельный отлив. Сейчас вот у меня брови совершенно не накрашенные, на них нет никакого напыления, нанесения, родные, что ни на есть, самые настоящие брови. И поэтому сейчас мы посмотрим, как с моими бровями подружится вот этот оттенок. Знаете, очень даже неплохо. Даже заполняет светлые места. Вы видите, да, что у меня бровь появилась? Можно наслаивать, и тогда цвет становится все более и более интенсивным.
а мне даже нравится. Можно не брать с собой никакие декоративные средства для макияжа бровей. И вот бровь вы сможете прорисовать. Вот так это выглядит. Вторую не буду сейчас красить, чтобы мы с вами видели разницу. Все. С бровями, с нижними четверочками разобрались. Давайте нанесем хайлайтер под бровь и в уголок глаза. Вот это вот сияние положим. Да, вот тут у нас засияло. Мне кажется, рыжевато немного. Ну, в принципе, неплохо. Знаете, я потом давайте продублирую, когда нанесу на все веко двоечку. А для двоечки что же мне выбрать? Наверное, я выберу, я прям боюсь брать вот этот карамельный оттенок. Мне кажется, он темноват. Ну а что, надо пробовать. Давайте наносить. Ого. Возьму сейчас кисть поменьше. Как делать макияж, если мы хотим, чтобы глаз выглядел больше? Для этого вот я всегда смотрю в зеркало и измеряю расстояние между складкой века, открытым взглядом и бровью. И беру где-то посередине. Я замечаю вот эту вот границу. Вот, и до нее я начинаю выводить тени. Очень пигментированные, девочки, кто ждал такие насыщенные тени, вот, пожалуйста. Не, я понимаю, что тени бывают еще более пигментированными, но, в принципе, вот здесь вот уже достаточно. Вот, я нанесла двоечку, и сейчас я возьму, наверное, оттенок, который посветлее, тоже двоечку, который под ним находится, и растушую вот эту вот границу. Да, чтобы у меня не было видно переходов. Вот так это будет выглядеть. Угу. И еще раз я нанесу теперь хайлайтер. Я поторопилась с ним. Вот, и теперь я высветлю вот этот переход, чтобы он прям был очень-очень в светлый уходил. И также внутренний уголок глаза. Такой кирпичный получается у меня смоки. Но чтобы он стал смоки, надо его усилить темными оттенками. Ну что, давайте возьмем самый темный. Как-то мне не хочется брать вот этот красный цвет. Я хочу взять темный и нанести его уже в уголок глаза. Посмотрите, какой темный. Вам видно это? И на нижнее веко я возьму кисточку поменьше. Он шикарен для того, чтобы подводить нижнее веко. Смотрите. Сейчас я его чуть-чуть растушую, чтобы глаз был более выразительным. Сейчас надо еще немножечко подтушевать границы. Мне нравится. Вы видите разницу? Вот смотрите, один у меня глаз накрашенный новой палеткой, и второй глаз совершенно без макияжа. Посмотрите, это абсолютно два разных человека, да? Да? Вам тоже так кажется? Что бы я еще хотела сделать? Я бы хотела взять вот этот вот единичку, светлый хайлайтер, и нанести на центр, для того, чтобы придать больше блеска взгляду, больше выразительности. Этого нет в инструкции. Но мне очень нравится, когда подсвечено подвижное веко непосредственно у линии роста ресниц. Если вы любите подводить еще и верхнее веко, я это практически не делаю. Вы можете взять, опять же, вот этот темный оттенок. Мне нравится цвет, он темно-тауповый. И еще подвести вот верхнюю линию роста ресниц вот этим темным оттенком и вывести
уголок. Можно после того, как сделали макияж, еще взять и с помощью праймера либо консилера высветлить вот эту часть для того, чтобы сделать более графичным макияж глаз. Вот таким образом я накрасилась новой палеткой, и знаете, мне нравится. Мне нравятся оттенки, мне нравятся даже вот эти вот золотые переливы, которые получаются с помощью хайлайтера. Мне очень нравится насыщенный темный оттенок. И что, надо еще нанести тушь. Тушь при выразительном макияже глаз – это очень важная составляющая, потому что если нет ресниц, не видно их на лице, то взгляд не будет распахнутым, и глаза не будут все равно выразительными. Тушь я наношу свою любимую Giordani 5 в одном. У нее не будет супер драматичного сейчас эффекта, но это идеальная тушь для того, чтобы нанести ее в один слой и появились ресницы. На ваших глазах с помощью одной единственной шоколадной палетки On Color я сделала яркий и выразительный макияж. Ну, пока только одного глаза, надо привести в порядок и второй. И вот мой макияж глаз готов, и мои впечатления по поводу новой палетки. Я вообще к таким палеткам отношусь несерьезно, и мне всегда казалось, что они какие-то малопигментированные, что оттенки здесь уже кто-то за меня собрал, а вот я бы лучше сделала сама, я уже избалована рефилами. И вот относительно этой палетки у меня самые приятные впечатления, потому что оттенки абсолютно гармонично все подобраны. Единственное, вот этот розовый оттенок, ну, лично я не знаю, как использовать в своем макияже, но, возможно, для кого-то из вас он будет просто самым лучшим в этой палетке. Здесь есть и хайлайтер. Здесь, опять же, удивительно, мне здорово подошел оттенок для бровей. Он не рыжий, он, знаете, такой светло-оливковый, но при этом брови получаются выразительными с ним. Для меня это, конечно, тоже такое открытие. Рыжие оттенки не сильно рыжие. И вот из-за того, что все тени достаточно хорошо пигментированы, глаза получаются выразительными. И я даже приготовила вот сегодня карандаш The One. Думаю, ну, накрашу и еще потом усилю карандашом. И это совершенно не потребовалось, потому что темный оттенок, он очень яркий, и можно им делать еще ярче глаза. Я просто всегда боюсь делать глаза более темными, более яркими, но я уверена, что девочки, которые носят такие выразительные смоки, с помощью вот этого темного оттенка вполне могут эти смоки себе сделать. И он не черный, знаете, он не коричневый, а он такой холодно-темно, тауповый, очень классный темный оттенок. Я палеткой довольна. Мне нравится, что инструкция для чайников, с помощью которой можно накрасить глаза. Единственное, наверное, 0,53 грамма. Это очень маленькие вот эти ячейки. Но попробуйте, если понравится, закажите в запас, потому что это все-таки лимитированная коллекция. И мне осталось подобрать оттенок помады. И Oriflame нам вот в этой шоколадной линейке заявляет целых 4 оттенка теплых, восхитительных, коричневых помады, с помощью которых мы можем завершить свой макияж. Итак, давайте их посмотрим. Приходит помада в рыжем футлярчике, характерном формой для линейки On Color, и футлярчик украшен такими розовыми сердечками, логотипом On Color черным сбоку, и с торца помады тоже мы видим тесненный этот логотип. Внизу помады вы можете найти всю информацию о ней. Oriflame предлагает нам соблазнить его с помощью помады приятных шоколадных оттенков, но еще также заявляют, что у помады будет шоколадный нежный аромат. И знаете, мне кажется, что это не совсем аромат шоколада, но однозначно это аромат сладостей и сладостей шоколадных. Мне кажется, что это
аромат трюфеля. У меня есть масло какао-бобов, натуральное какао-масло, и оно вот прям пахнет шоколадом. Вот закрываешь глаза, нюхаешь, и там точно шоколад. Здесь нет, здесь представляются какие-то рассыпчатые шоколадные конфеты, именно трюфельные. И аромат, он такой более пряный, что ли, он более припудренный. Поэтому протестируйте, напишите мне, пожалуйста, ваши впечатления, какими именно, на ваш взгляд, конфетами пахнет эта линейка. Ну, однозначно, это аромат сладостей, и вы будете ощущать его при нанесении и, возможно, даже потом. Итак, 40911 имбирный нюд. Как будто красишься конфеткой. Такое ощущение, что вот прямо берешь какую-то сладость и вводишь ею по губам. Очень мягкая помада, кремовая. Посмотрите, какой влажный финиш после нее остается. И несмотря на то, что этот оттенок очень светлый, возможно, из-за добавления такого небольшого рыжего пигмента помада выглядит выразительно на лице. Она не смотрится замазанной, как могла бы смотреться, если бы была в каком-то другом нюдовом оттенке. И мне кажется, что этот оттенок здорово гармонирует с оттенками теней для век. Хорошо, что вот в одном ролике я нанесла сейчас палетку шоколадную, и мы будем смотреть, как каждый из оттенков помады выглядит на фоне макияжа глаз с помощью этой палетки. 40912 розовый шоколад. И на губах этот шоколад выглядит, наносится именно как оттенок какао, но с очень явно выраженным розовым подтоном. Само какао именно в оттенках, оно более темное, более терпкая выглядит. А вот сейчас этот оттенок, он действительно розовый. И если можно было бы представить розовый шоколад, он выглядел именно таким бы. Оттенки вот эти шоколадные очень капризные, поэтому я показываю вам их в тюбике помады на фоне руки. Так цветопередача выглядит идеальной. И давайте посмотрим в сравнении с каталогом. Губы в каталоге выглядят более розовыми. В тюбике помада выглядит более коричневой. Когда наносится на губы, она опять выглядит более розовой. Поэтому смотрите, здесь очень такая тонкая цветопередача. Специально вам показываю оттенок в самых разных ракурсах и покажу даже оттенки на руке на дневном свете все вместе, чтобы вы могли вот посмотреть и в сумме собрать вот этот оттенок у себя в голове и понять, какой он все-таки, потому что он играет и будет играть, я так понимаю, даже в зависимости от вашего цвета волос, от вашего тона кожи, от одежды, которая будет на вас надета. Этот оттенок, он прям как хамелеон. И мне кажется, что это именно тот оттенок помады, который идеально подойдет к моему сегодняшнему выбору лака для ногтей «Шоколадное молоко». Да, мне кажется, эта парочка прям очень удачно женится, когда мы видим ее вместе. 40913. Пряная карамель. И если вы хотите светло-рыжий оттенок, выбирайте самый первый, который мы тестировали, имбирный нюд. Если вы хотите ярко-рыжий оттенок, чуть темнее, насыщеннее, то тогда вам нужна вот эта карамель. В последнее время в различных линейках стали появляться вот такие отдельные, очень ярко насыщенные рыжие оттенки. На мой взгляд, это тон осенний, для такого, для прогулки по осеннему лесу, когда листопад, но, возможно, это новые тренды и тенденции. Почему же выпускают именно вот такие вот золотисто-рыжие оттенки в весенней коллекции, которая приурочена именно ко Дню Святого Валентина? Ну да, красиво и тоже очень гармонично смотрится вместе с макияжем, сделанным вот этой новой палеткой. И последний оттенок шоколадной линейки 40914 шоколадная
крошка. И это действительно коричневый оттенок, чистый, может быть, совсем немного золота есть в нем. И он не сильно темный, знаете, в каталоге он выглядит немного темнее, чем сейчас вот я вижу на своих губах. На губы помада ложится очень нежно, макияж делает эффектным и выразительным. И этот оттенок тоже подходит под гамму палетки теней. Помада мне понравилась. Она мягкая, она довольно насыщена в плане пигментации, но при этом оттенки не броские, не вырывающие глаз, а очень даже выглядят элегантно. И мне кажется, что макияж получается с помощью вот этой палитры в целом гармоничным. Опять же, повторюсь, может быть, потому что это моя палитра, я ее нежно люблю, я в восторге от всей этой линейки. И лаки для ногтей, и тени, и помады займут место в моем сердце до тех пор, пока будет продаваться эта линейка в каталоге Oriflame. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Я с удовольствием прочитаю ваши комментарии, займет ли эта линейка место в вашем сердце. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!